я собиралась, на улице было холодно и не было солнца, а теперь светит солнце и на улице тепло. Интересный факт, все эти фигуры, которые вы видите, они в полную величину. И на этой фигуре изображены фермеры. Это фермеры, которые должны были покинуть Сан-Хосе. Коренные костариканцы были очень низкого роста из-за своей генетики и из-за скудной диеты. Обратите внимание, что практически все фигуры босоногие, и сейчас, если прийти куда-то в деревню, то сразу можно заметить, кто богатый, а кто бедный, потому что бедные костариканцы не могут позволить себе купить обувь. Сегодня довольно оживленная улица. Нам сказали, что обычно по воскресеньям здесь никого нет, но так как скоро Рождество, поэтому здесь очень много людей. А еще в центре города практически никто не живет. Как правило, в центре города нижние этажи во многоэтажных зданиях заняты под офисы, а верхние просто пустуют. А теперь мы собираемся попробовать местную еду. Yeah. Is that safe? The whole thing? The whole thing, yeah. Que porque no llamamos. It's pretty good. Yeah, it's good Yeah, because you it's just good. taste the tomato juice. Yeah, Yeah, you don't taste the egg. a little weird, but good. And spicy. Like what? Like tomato and lemon. А здесь мы попробуем еще одно блюдо. Итак, здесь нас ждет зеленый банан, рыба, помидоры и чипсы. Подают холодным, и вкус, конечно, очень странный, но интересный. Мне даже понравилось немного. Единственное, было немножко острое. Кофе – это костариканское золото, потому что Коста-Рика была одной из самых беднейших колоний Испании, и как только они стали продавать кофе, то они стали богатеть и богатеть. Ну а мы идем дальше, чтобы попробовать местные фрукты. Этот фрукт называется гранадилла. Сначала его нужно очистить, а потом высосать содержимое. Очень вкусно, очень сладко, но склизко и странно. Эта дыня такая сочная и сладкая. Это не вот такие сочные сладкие дыни. И она очень маленькая такая. Let's try this fruit. It's called sweet lemon. It looks like a lemon, but it's sweet. Пробуем сладкий лимон. Этот фрукт точно слаще, чем лимон, но я бы не назвала его сладким. Would you like the sweet lemon? What did you like to taste so far? I forgot what it was called. Я не была достаточно храброй, чтобы попробовать блюдо с сырым яйцом черепахи. Здесь продают приправы в таких пакетах, они их называют бомбами. И в каждом магазине своя рецептура. Вы просто приходите и говорите, мне нужны приправы для приготовления, например, куриц, и они при вас делают какой-то вам пакет с определенными приправами. Каждый этот пакетик – это смесь каких-то разных приправ. У них очень популярна народная медицина, и у них есть какой-нибудь специальный чаек, отвар из трав на каждую болезнь. В первую очередь они будут пытаться вылечиться какими-то травками, и только потом, когда травки уже не сработают, они обратятся к врачу и выпьют какую-то необходимую таблетку. Пришло время попробовать эмпанадо. How's it? How does it taste? Potato. Мне этот вкус напомнил наши пирожки с картошкой. В 1821 году вон там прочитали Декларацию независимости. С этого момента Коста-Рика стала независимой страной, а независимой она стала от Испании.
пришли в Национальный театр, но чтобы туда зайти, нужно сначала помыть руки, что мы и сделали. All clean? Вот это место сзади меня, это был первый кинотеатр в городе, но сейчас он закрыт. Он был известен тем, что это был единственный кинотеатр, который разрешал приносить свою еду в кинотеатр. «80 лет назад этот парк был своего рода Тиндером, потому что по кругу ходили, в одну сторону ходили женщины, а в противоположном направлении женщинам шли мужчины. И они смотрели друг на друга через несколько кругов, ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Это был своего рода парк, Тиндер-парк. Это дерево, оно очень интересное, оно такое мягкое. Его можно нажать, как на подушку. Этот кусок стены, который вы видите, это кусок Берлинской стены. Да, это реальный кусок Берлинской стены, который привезли из Берлина сюда, в Сан-Хосе, в Коста-Рику. Видите номер дома, это 1354. 13 это номер улицы, а 54 это сколько метров от этой улицы. Улица номер 13, 54 метра до этого дома. Кстати, вот это растение, это кофе. Да, кофе здесь растет даже на улице. Наша последняя остановка – костариканский ресторан с очень интересным интерьером. Это было последнее блюдо. Сегодня напиток был ананас, рис и сироп какой-то. А блюдо было зеленая папайя. По вкусу как будто капуста. И на этом наш тур окончил. Конечно, брать куртку было большой ошибкой. Весь тур мы что-то ели, нам что-то рассказывали истории, показывали интересные места. А сейчас мы ждем, вернее, уже дождались нас Uber и едем домой. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Всем пока!